Take us through how you're feeling heading into your first title fight. What do you do differently heading into this one? Is it more preparation beyond just worrying about needing to go 5 rounds instead of 3? Расскажи нам про... Расскажи нам про свои ощущения. Это впервые ты дерешься за 5-раундовый бой. Обычно ты 3 раунда дрался. Какие ощущения? Как ты себя чувствуешь? Готов ли ты? Здравствуйте всем. Да, первый раз 5-раундовый бой. Пришлось намного больше трудиться и копать глубже, чем обычно. И чувствую себя очень хорошо. Все прекрасно. First time 5-round fight. I worked very hard to get to this position. I feel great and I'm ready. Tell us a little bit about what you looked at from his history and in terms of preparation. You've been a lot busier, more active than him the last 2-3 years. So as you're looking at his past fights, are you looking at super old stuff? Were you trying to just stick with stuff that he's done in the last year or so? Обычно, когда бойцы готовятся на такой бой, вообще любой бой, они смотрят бои своих соперников. Ты по сравнению с ним был намного активнее за последний год. Он очень мало дрался. Достаточно ли было тебе новых его боев, чтобы посмотреть что-то, какие-то ошибки его, или ты смотрел его старые бои? Знаешь как, я его такие старые бои, когда ему было там 25, 26, 27, когда он еще был таким восходящим таким, не смотрел. Да, у него там есть нокауты там или еще что-то такое, но это уже не имеет значения, сегодня ему 36. Ему сегодня 36, и то, что он мог делать 28, 29, он сегодня уже это не сделает, как бы он этого не хотел. А я смотрел его пару боев, изучал, смотрел. Я особо так долго не люблю смотреть, так анализировать. Мне хватает пару раз посмотреть, понять некоторые вещи, и я уже начинаю работать над своими навыками. И все. You know, he has a lot of fights, even back when he was 25, 26, in his 20s. But it makes no sense for me to go back and watch those fights because what he used to do from the age of, let's say, 25 to 28, he will never be able to repeat it. Even if he wants it too much, it's not going to happen. He's old, he's 36. But even when it comes to other opponents, I'm not a fan of watching their fights, analyzing in details, hours of footage. I don't do that stuff. I have a team who does this. I obviously watch it as well. I watched here and there some of his fights, but we're ready. You're a pretty big favorite in this fight, which doesn't happen very often for a challenger in a title fight. But can you talk a little bit about what a title, I guess, would mean for your family and for your team in terms of like just the legacy of the family and of the team? Букмекерские компании думают, что ты должен его переехать. Там большая разница. И это обычно такого не бывает, когда человек, который еще не чемпион, и борется за титул, чтобы такие коэффициенты были. Скажи, пожалуйста, что это будет означать твоей команде и для тебя, для твоей команды, для твоей страны иметь этот титул так рано и такой молодой? Все говорят, модель, постоянно говорят, молодой. Ну и что если молодой? Это же ничего не значит. А что это будет значить для меня лично? Ну, для меня лично я хочу записать свою имя в историю, когда буду поменять легкий вес и чемпиона. Например, кто был из Дагестана, будет говорить в Bellator, был Usman Nurmagomedov, первый чемпион из Дагестана. Иншаллах. И для моей команды это такое, знаешь, большое наследие, потому что в одно время в двух лучших организациях
пояса в легком весе были у нашей команды, точнее будут, иншаллах. Ну, такой взволнованный момент, где я приложу все усилия, чтобы забрать этот пояс. И неважно, там Pitbull будет или еще кто-то будет, вообще без разницы. Everybody keeps mentioning that I'm young, but hey, who cares? I worked so hard for this and I earned every bit of this opportunity. I'm young and I'm hungry and I'm ready. What is it going to mean to me personally to have this title is that my name will be written in the history books and saved forever. There was a time when nobody would sign fighters from the Caucasus. These promotions, like, nobody knew where Dagestan is, where this part of Russia is located. Now we have 2 champions from Dagestan in the UFC, past and present, and I want to be the first Bellator champion from Dagestan. And nobody will take this away from me, and no matter what happens in the future, my name will be saved in the history books. That is important to me, that's what I want to do, and that's what we're going to do on Friday. When Patricky got beat by Michael Chandler, you know, Patricio, his brother, went and got revenge. Do you see a fight with, if you beat Patricky this weekend, do you feel like a fight with Patricio might be down the line? Знаешь, когда этот Патрики подрался с Чендлером, он его нокаутировал, и потом его братишка поднялся на весовую категорию выше и побил его. Как ты думаешь, если ты его победишь в пятницу, это заставит там маленького подняться опять? Знаешь, я когда... И как ты видишь бой с ним? Я еще даже в Беллаторе не был, когда, по-моему, когда Чендлер его вырвал, да? Я даже в Беллаторе не был, и мне этот момент очень сильно нравился. Вот когда... У меня же тоже есть старший брат, и когда я это вырубил, Патрики этот поднялся, тот сказал, я приду за тобой, пришел и вырубил. Такой, для меня лично, я фанат вот этого боя. И, ну не знаю, если он захочет подняться, веса подраться со мной, то почему нет? Ничего, он чемпион, он заслуживает быть там, находиться на этой позиции, и ничего кроме уважения к нему. Если решит подняться, то, как говорится, let's go. You know, when this happened, when Chandler knocked out the brother and the little brother went up, and I think he came to the cage and said, hey, I'm going to get a revenge, let's fight, this, that. I remember, I think I wasn't even signed to Bellator yet, but as someone who has a little brother who's also a fighter, I loved every moment of it. For someone to lose and then his little brother comes up and gets this is movie type of stuff, and I was a big fan of this, what happened, and then this guy got a revenge. This was very close to my heart. I loved it, but hey, make no mistake, when I beat him and then his brother decides to come up, then I'll change this history. It's not going to happen twice. It happened once, but not under my watch. I'll beat the other guy too. And Rumble Johnson died a few days ago. Did you have anything to say about his legacy that he's going to leave behind in the sport? Погиб Рамбл Джонсон 3-4 дня назад. Что ты вообще знаешь про этого человека и смотрел ли ты его бои? Какой самый твой любимый бой? Да, смотрел, но таким, он был панчером сильным, таким сильным, таким фанатом его не был, но что сказать. Ушла легенда, да, этого спорта. Он много чего сделал для этого спорта, оставил очень много ярких моментов в памяти каждом. He was a puncher. I remember watching him as a kid. He's a legend, gone way too soon. He left a lot of highlights behind that generations to come will watch and
enjoy it. Great fighter. I feel bad for his family, and he was, I think, battling some sicknesses. I wish them all peace. Thank you. Usman, just speaking of your youth in the sport and where you're at now, I'm curious, like when you got into MMA, did you expect to be in this spot that you're in now as quickly as you are? Когда ты поднимался рекорд себе создавал и в России дрался, ты думал, что ты так, когда подпишут тебя в большую организацию, где-то в Америке, ты думал, что так быстро ты поднимешься до пояса? Представлял? Даже в мыслях не было. I had no idea that it was going to happen this fast, but hey, I earned it. Yeah, absolutely, man. And you know, a lot of people will say that you learn your most in MMA from your losses, but you don't have any. So I'm curious for you, like, what has been your biggest learning experience up until this point as an undefeated fighter? Знаешь, говорят, на ошибках учатся. И в случае бойцами в ММА говорят, что проигрыши делают бойцов лучше. Ты учишься от этого, проигрываешь, когда и возвращаешься сильнее. В твоем случае этого нету. Как ты себя мотивируешь и как ты свои ошибки исправляешь? В моем случае это происходит в зале, когда, я думаю, лучше в зале учиться будет, потому что я, так скажем, несовершенный боец. Не скажу, что у меня самая лучшая ударка, самый лучший грэпплинг, самый лучший тайминг или еще что-то. Но это все я улучшаю, но не в клетке за счет поражения, а в зале. In my case, these things happen in the gym. I make a lot of mistakes in the gym and then rectify them. When I'm in the cage, I try not to do mistakes. I am not I'm not the best fighter. I'm still evolving, learning, and I don't have like something that I'm good at everything, but I'm not the best at everything. And you cannot say this dude is a grappler or he's a striker. I'm everything. But slowly but surely, we're mastering all the arts of this sport. You know, you're fighting alongside the light heavyweight champ Vadim Nemkov in the main event. I mean, is that a cool thing for you to, you know, be fighting alongside him and both representing your country, trying to, you know, become champions? Вадим Немков тоже будет с Россией драться, тоже за титул, он защищает свой титул. Каково ощущение выступать в одном турнире, два русских, с Россией, два бойца с России и один за титул, а другой защищает свой титул. Что это для тебя значит? Это такая, знаешь, такая большая мотивация. И я надеюсь, Вадим сделает все, чтобы забрать этот пояс. У него же гран-при? Да, гран-при выиграть. Желаю ему всего наилучшего, чтобы без травм. И, скорее всего, два пояса, как бы вы не хотели, улетят в Россию. Получается так. It's a huge honor for me. I know him for a long time, and it's an honor for me to fight side by side, almost for the same reason. We're both fighting for the title. I am challenging, he's defending. My prediction is, whether you want it or not, 2 titles are going to go back to Russia. There we go. And I wish him good luck in his Grand Prix final. Hey Usman, UFC bantamweight champion Aljamain Sterling went on record last week saying that he believes that your brother Umar will be in the title picture at this time next year. Do you believe that you guys will both be champions at this time next year? Стерлинг на прошлой неделе сказал, что он уверен, что в следующем году в это время Умар будет или драться за титул, или будет очень близко, знаешь, в UFC. Как ты думаешь, в следующем году в это время, какие твои прогнозы? Будете оба брата, ты и Умар, чемпионами своей организации? Насчет Умара,
чуть тяжелая ситуация с ним, никто не хочет драться в UFC, я не знаю, в его весе. Ему каждый раз нужно долго подбирать соперников, все почти что все отказывают. Те, кто находится выше в рейтинге, у них какие-то отмазки постоянные, или у них между собой какие-то бои. Но в следующем году, иншаллах, я думаю, я надеюсь, что мы будем держать пояса лучших организаций. Hey, we're hopeful. The only thing with Umar is that nobody wants to fight him. Literally everyone that is above him on the ratings, they have some reasons. They always come up with these like outrageous reasons. Oh, my leg hurts, my wife's pregnant, my son is sick. Like all types of reasons. They don't want to fight him. It's very hard for us for him to find a fight. But hopefully these people will man up, face him like everybody else, and then the door opens and he gets to the title picture. I'm very hopeful that this is what's going to happen next year this time. So you will be in the Grand Prix that's starting up, I think, in January, I believe. Islam Mamedov is also a lightweight in this division. If that matchup were to be made, would you fight Islam Mamedov? Как ты знаешь, в следующем году Bellator хотят сделать Гран-при, и там подбирают, не знаю сколько человек, но Ислам Мамедов тоже в этом дивизионе из твоей команды. Как ты думаешь, решите ли вы добавить его в Гран-при, команда вообще? И если он будет в Гран-при, ты будешь с ним драться? Как это вообще будет выглядеть? Смотри, у меня впереди бой сперва. И гадать, что будет завтра, я не знаю, не люблю даже и заглядывать за спину, как говорится. Но насчет того, что ислам там будет или должен быть, мое мнение, он должен быть там, так же, как и там Гаджи тоже должен быть там. Потому что кто побил этих ребят? Я не считаю, например, что ислам проиграл Бенсону Хендерсону в его последнем бою, когда они дрались вместе. Хотя бой был равным, близким таким, я думаю, чуть больше преимущества было у ислама в этом бою. Не знаю, посмотрим. You know, I'm focused for this Friday's fight. I don't want to predict what happens next year, the year after, but my opinion is that both Islam Mamedov and Gaji Rabadana from my team must be in the Grand Prix because these guys deserve it. Everybody deserves to fight for $1 billion. Nobody beat these guys in Bellator. And this dude, Benson Henderson, he didn't beat him, in my opinion. If you watch the fight, Benson Henderson, Islam Mamedov, these judges were bugging because majority of the work was done by Islam Mamedov. And Benson had a couple takedowns and they decided to give him the fight.